Здравствуйте! Сегодня я вам покажу самый быстрый и легкий способ, как можно связать вот такую квадратную корзиночку. Для этого вам понадобится любая трикотажная пряжа 7-9 мм. У меня пряжа Бисквит. Понадобится крючок номер 5 и вот такая вот иголка пластмассовая. Итак, набираем цепочку из 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь нам нужно связать квадрат. Это будет наше дно. Вот чтобы у вас здесь не было дырочек, вот когда вы так вяжете, у вас вот здесь вот могут быть дырочки. А если вы будете вязать вот за эти перемычки, вот за эти, вот первый вы пропускаете, вот за эту вяжете, тогда у вас таких дырочек не будет. Вот так вяжете до конца ряда. Вот мы заканчиваем наш первый ряд. Вот еще у нас одна перемычка. И провязываем вот эту последнюю, то есть она у нас была первая, петельку. И переходим на второй ряд. Делаем еще одну петлю подъема, переворачиваем. И теперь мы вяжем вот не в эту первую дырочку, а вот во вторую. Все вяжем столбиками без накида, поворотными рядами. Так вяжем до конца ряда. Так, мы заканчиваем второй ряд. Провязываем вот эту последнюю петельку. Делаем петлю подъема. Разворачиваем наше вязание. Вяжем третий ряд. Помним, да, что мы в первую дырочку вот не сюда, а сюда заводим крючок. Так, мы заканчиваем третий ряд. Не забывайте последнюю петельку, вот мы сюда, смотрите куда, заводим крючок, вытягиваем. Обязательно не забывайте ее провязывать, иначе у вас будут кривые стеночки, бока кривые. Делаем петлю подъема, переворачиваем, эту пропускаем, во вторую провязываем столбик без накида. И так вяжем квадрат, чтобы у нас получился, столько рядов, чтобы у нас получился ровный квадрат. Так, мы довязываем наш последний ряд. Все, вот у меня получился такой квадрат. 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы его обвяжем. Так, вот последнюю, где мы делали, вот здесь вот, где последняя у нас петелечка, еще одну делаем для ровного поворота. И теперь смотрите, вот где у нас тут каждый рядочек начинался или заканчивался, мы провязываем
столбик без накида. И на каждом углу на развороте мы будем делать по 2 петельки в одну. И тогда у нас, видите, квадрат такой ровный получается, не будет вот таких вот неровных углов. Так, вот мы доходим до следующего поворота. Так, вот наша последняя петелечка. Сюда мы делаем 2 петельки в одну. Разворачиваемся. И то же самое. Вот в каждую вот эту дырочку мы провязываем столбик без накида. Вот получается у нас вот такие ровные углы. Все, вот так вот довязываем. Здесь мы тоже 2 провязываем. Ниточку можно спрятать. И доходим до конца. Так, вот мы дошли до третьего поворота. Вот эту ниточку сейчас мы вот так вот спрячем. Последнюю петелечку мы провязываем 2. Так мы разворачиваем наш квадратик. И вот теперь опять, где рядочки у нас начинались, в эти дырочки мы провязываем столбики без накида и прячем нашу ниточку. Так, довязываем до конца. Так, вот мы дошли до конца. Так, вот мы дошли до конца. Провязываем еще одну галочку, чтобы у нас 2 было в последней. Чтобы вот у нас на каждом углу было по 2. Так, теперь что мы делаем? Измеряем вот так наш квадратик ниточкой. Измеряем. Смотрите, вот у нас такой кусочек получился. Вот 5 раз. Так, 2, 3, 4. Так, и 5. Ну и на всякий случай можно еще кусочек чуть-чуть больше отрезать. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Вытягиваем вот эту всю ниточку. И заканчиваем, делаем вот здесь красивую петельку. Так, вот вытягиваем сюда теперь ее. Вот смотрите куда. Так, и сейчас вот нам надо ее вот сюда, и у нас будет незаметный переход красивый. Вот что у нас получилось. Видите, вообще незаметно. Так, а теперь нам нужно обвязать вот здесь его соединительными петелечками. Так. И делаем вот такую косичку.
И так обвязываем вот каждую дырочку. У нас будет с вами красивый переход к стеночкам. Донышко будет более толстенькое. Вот, видите, какое? Ваша корзиночка будет более плотная. Так, вот тут на уголках не забываем, в каждую дырочку провязываем. Так, вот. Ну, я думаю, тут уже не сложно. И вот так вот до конца вы уже сможете довязать. Вот здесь с вами встретимся. Все, мы заканчиваем обвязку нашего донышка. Так, вот еще одна петелечка. Все, мы вытягиваем ниточку. И опять вот делаем такую соединительную петлю, чтобы у нас было все аккуратно закончена наша обвязка. Все, сейчас мы обвяжем эту ниточку. Вот получилось у нас вот такое донышко. Так, теперь переходим к стеночкам. Стеночки можем начинать вообще с любого места. Вот можем отсюда. Вот, видели, полностью за косичку я зацепила. Делаем петлю подъема. И теперь вот в каждую галочку прячем сразу вот эту ниточку. И начинаем вязать нашу стеночку. Так, тут мы сразу вот две будем ниточки прятать. Вот, которые начали вязать, и та, которую мы донышко обвязывали. Вот. Все, вот они спрятались. И начинаем вязать. Потом вот эти маленькие кончики просто надо обрезать. Прячем. Все, так вот мы обвязываем весь, все наше донышко. Это вот наш первый ряд такой будет. Так, вот мы заканчиваем первый ряд уже наших стеночек. Так, вот мы закончили. Теперь нам надо соединить ряды. Заводим вот сюда крючок. Вот. Вытягиваем петелечку. Заводим вот сюда. Вот наша петелечка. Вот сюда мы заводим крючок. Вот цепляем нашу петелечку. Все, и выводим галочку. Делаем петельку подъема и вяжем второй ряд. Итак, мы вяжем столько рядов, сколько вам нужно для высоты вашей корзиночки. Когда вяжете, не забывайте, пожалуйста, вот уголочки вот так натягивать, чтобы оно сразу принимало форму уголков. Все,
Все, и вяжите столько рядочков, сколько вам нужна высота. Так, вот мы заканчиваем вязать нашу корзиночку. Вяжем последний ряд. Так, сейчас мы вот здесь вот обвяжем соединительными петельками. Бортик у нас получится. Соединяем наш ряд, выводим петлю за заднюю стенку. Теперь мы вот сюда уже крючок вставляем, не сюда, а вот между галочками. Цепляем вот эту нашу петелечку и выводим вот сюда петлю. Вот видите, как у нас тоже аккуратненько получилось. И теперь вот между галочками, как мы с вами в донышке обвязывали, вот обвязываем соединительными петелечками. Так обвязываем всю нашу корзиночку. Вот такой получается у нас бортик. Так, заканчиваем обвязывать нашу корзиночку. Все, вот здесь вот мы заканчиваем. Не здесь вот, а вот тут. И вытягиваем ниточку. Я ее уже обрезала. Теперь нам тоже надо красиво ее закончить, нашу окантовочку. Так, вытягиваем нашу косичку. Берем вот такую пластмассовую иголочку. Так, все это можно делать и крючком, если у вас нет такой иголочки. Ну, иголочка, конечно, все удобнее. Все, вот мы закончили. И у нас не видно никакого перехода. А теперь с обратной стороны, мне тут не очень удобно показывать вам, камера мешает. Вот за ниточками, так, сейчас вытяну. Вот так вот проводите иголочку, вот за стеночками вот этими, и потом обрезаете ее, и у вас ее не будет видно. Вот сейчас я начну. Вот так втягиваете. Вот она вот спрячется. Вот еще можете немножко ее вот сюда протянуть и обрезать. И вот такая у нас получится красивая корзиночка. А теперь мы с вами еще сделаем одну вот такую окантовочку. Так. Вот берем ниточку. Хвостик немножечко такой побольше оставьте, потому что нам тоже его надо будет потом спрятать за стеночками. Вытягиваете. Так. Все. И точно так же соединительными петельками обвязываете нашу корзиночку. Так, там подтянем немножко. Будет такое маленькое у нас украшение. Так. Все, по такому же принципу, как вот мы здесь сделали, вы обвязываете. И заканчиваете здесь точно так же, вот как мы здесь заканчивали. Петелечкой. Все, и там потом просто ниточки надо будет тоже спрятать вдоль стеночек. Все,
Все, наша картиночка готова. Вот внутри я спрятала все ниточки. У нас вот такой маленький шовчик получился, очень аккуратный. Вот такая красивая картиночка. Если вы хотите подробнее узнать о моем творчестве, вы можете зайти ко мне на страничку в Инстаграм. Вот, собака софт, нижнее подчеркивание, декор, нижнее подчеркивание. Заходите, буду рада с вами познакомиться. До свидания.